здесь, в Америке, голодным тебя не оставят. Сегодня я ел морепродукты. Устрицы, краб и креветки. Приехали в Филадельфию. У нас здесь будет фото-видео съемка, вы не поверите, боксерского матча, где будет 4-кратный чемпион. А он чел лежит на дороге. Но Нью-Йорк в своем репертуаре. Слов подобрать не могу, таких жестких, знаешь. Можно было бы и нахер послать его точно так же. Но культура белоруса не позволяет. Оп! Тороплюсь, конечно. Я решил предлагать цену выше. В сентябре я даже немножко отключал рекламу, потому что не справлялся. Многие люди не верили, а некоторые и до сих пор не верят, что занимаясь творчеством или, например, фото- и видеосъемкой, можно зарабатывать деньги. Но это не так. И я прямое тому доказательство. Начав с нуля в Нью-Йорке, меньше чем за 3 года мне удалось сделать 999 фотосъемок. И при этом заработать. Немножко не хватило мне дотянуть до 1000 в прошлом году, но такие результаты. В чем же секрет и как зарабатывать на фотографии? Прежде всего, нужно поменять к ней свое отношение. Фотография или видео может быть не только хобби или подработкой, но и самым настоящим бизнесом, с выстраиванием работы с командой, с конкуренцией с другими фотографами за клиентов, с созданием личного бренда, ну и с грамотным выстраиванием рекламной стратегии. В этом видео я покажу свою рабочую неделю и расскажу вам о тонкостях рекламы. И вы своими глазами увидите, сколько можно заработать за неделю, если ваша реклама действительно работает. Уверен, что это будет полезно не только фотографам и видеографам, но и тем, кто начинает свой бизнес с нуля. Если же у тебя есть такие друзья, кто пробует себя в новом для себя деле, то обязательно поделись с ними этим видео. Уверен, что они скажут тебе спасибо. Ты на канале Дома посмотришь. Меня зовут Евгений Красноук. Я занимаюсь фотографией с 2009 года и живу в Нью-Йорке. Погнали! Сегодня очень ветреная погода, пасмурная, а я фотографирую свадьбу на Рузвельт-Айленд. Здесь ресторан находится с отличной смотровой площадкой. Вы видите город как на ладошке. Вид чудесный, погода ужасная. Ну как ужасно, хорошая. Вот ветра бы не было, было бы вообще замечательно. Паре холодно, девушке холодно, платье с открытым верхом, поэтому не очень комфортно делать фотографии. Ресторан прикольный, огромные окна, второй свет, прям заходишь и смотришь на город как с открытого балкона какого-то. Да, это вот выглядит очень прикольно. Мне нравится это место, очень необычное для проведения свадьбы и с видом на Манхэттен. Такой вид на Манхэттен, ну, наверное, не самый прикольный, но очень необычный. И ты видишь Сити, вот эти старые дома здесь. Самое приятное на всех этих свадьбах по сравнению с Белоруссией и вообще на всех этих ивентах, что здесь постоянно люди приглашают поесть. Спрашивают постоянно, а поел ли ты? А если не поел, так иди поешь. А если еще стоишь и думаешь, что тебя практически за руку могут привести и накормить. Потому что здесь, в Америке, голодным тебя не оставят. И это вот очень сильно чувствуется на всех ивентах. Сегодня я ел морепродукты. Устрицы, краб и креветки. Такие дела. Короче, движ подходит к концу уже, все пьяные и расходятся потихонечку. Ну, уже остались самые крепкие и молодые. Музыка все еще играет. Не получилось мне много текста записать сегодня, потому что все достаточно плотно было. Вот такая вот свадьба без большой съемки молодоженов. Они как-то так сделали все, что у них основной упор на церемонию, и не особо они хотели фотографироваться, насколько я понимаю. Мы на съемку пары потратили 20 минут. Свадьба среднего уровня по цене, получается, 8 часов провел здесь, ну и $400 в час. Хорошая свадьба по цене, по месторасположению. Руфтоп офигенный, вид здесь офигенный. Мне очень нравится, как здесь вот мост находится и дальше город как на ладошке. Фотки можно делать замечательные, красивые, со вспышечкой вечером, с небом. Вообще отлично получалось. Как найти клиентов, Евгений? В комментариях и на личных консультациях у меня часто спрашивают один и тот же вопрос, который беспокоит
беспокоит, буквально всех предпринимателей в этом мире. Как найти клиентов? Мой ответ такой: сделай так, чтобы не ты искал клиентов, а клиенты искали тебя. И лучше всего, когда ты начинаешь свой бизнес с нуля, либо стартуешь в очередной раз его, работает реклама. И когда я приехал сюда, в Нью-Йорк, и начал работать фотографом, я за первый месяц потратил около $3000 просто на рекламу. В Гугле, в Инстаграме, на специализированных лидогенераторах. То есть я пытался найти, какая же реклама для меня будет работать лучше всего. А когда мы говорим о том, какая реклама будет работать лучше, мы смотрим на конверсию. То есть я потратил 1000, сколько заказов я получил с этой 1000. А как увеличить конверсию? Здесь необходимо смотреть уже на работу фотографа, видеографа в целом, как на бизнес. Уделять внимание и сайту, и странице в Инстаграме, и тому, как ты переписываешься с клиентами, и какие у тебя цены. Поэтому реклама работает. Сколько на нее тратить денег, мы обсудим немножко позже. Конечно же, в первую очередь реклама должна вести на посадочную страницу. И посадочная страница — это будет веб-сайт, на котором будут фотографии, живое портфолио, сделанное уже, если вы живете в Америке, то должно быть американское портфолио, чтобы люди видели людей, похожих на себя, и видели интерьеры и узнаваемые местности какие-то, потому что мозг очень быстро вычисляет, настоящее это или нет. Поэтому, рекламируйте себя, свое портфолио, создавайте вокруг себя свой бренд. Приехали в Филадельфию, штат Пенсильвания, какая-то промка, но у нас здесь будет фото-видео съемка, вы не поверите, боксерского матча, где будет 4-кратный чемпион по версии... Чего там? VDC, Дэнни Гарсия, у него ДГ, буквочки на шее обычно висят, я думаю, татуировка ДГ где-то тоже есть. Короче, прикольный чувак, прикольная работа, посмотрим, что здесь будет. Мы приехали на час раньше, потому что Саша с дрона хотел поснимать Филадельфию. Мы внутри, такой вот здесь комплекс. Здесь у нас бар, как бы зона встречи. Здесь внутри у нас боксерский ринг, где будут соревноваться боксеры, драться друг с другом. Я не знаю, насколько близко у нас будет доступ к сцене, куча экранов. Пожалуйста, здесь стоят вон там машинки какие-то, Kia загнали, да? Не знаю, по какому поводу, видимо, кто-то ее получит. Так, снаружи второй зал, вот здесь вот такой вот. Люди пришли смотреть бокс, вот вам в очереди покупают билеты. Баннеры стоят, там все спонсоры написаны. Прикольно, можно снимать, можем работать. Ну что, расскажу про бокс. Вчера уже не было времени и силы разговаривать и рассказывать, и было темно. Но это очень необычный опыт, необычное мероприятие. На самом деле ничего сложного, но когда первый раз попадаешь в такую обстановку, где все по-новому, конечно же, начинаешь теряться. Особенно, когда говорят на английском языке, и когда тебя пытаются избегать, чтобы дать тебе браслет. Как будто бы разные люди, разные организации. И я следом ходил за 2 или 3 людьми, чтобы они дали мне браслет для доступа в раздевалке боксеров, потому что у меня задача для клиента была снять их там. И, это вообще, я ходил за этим мужиком, он сказал, да, все, вот эта женщина тебе даст. И потом я вижу, как эта женщина просто убегает от меня. Я ей говорю рядом со мной, она держит эти браслеты желтого цвета в руках у себя и говорит, да, сейчас я все дам, и уходит. Так бесит, потому что она пытается их кому-то, видимо, и другому дать, и думаю, сейчас я их тут скипну, и они не будут просить. Я не знаю, как это происходит. Но, в общем, когда я словил ее рядом с ним, с этим чуваком, который принимал решение, она такая, да, вот, на тебе браслеты, одни, вторые. Это очень странное мероприятие. Потом, во время бокса, понятно, там нужно занять место где-то, где ты стоишь и где ты будешь снимать. И там начал бегать какой-то мужик, видимо, от ассоциации какой-то профессиональных боксеров, который начал орать на меня, типа, уйди отсюда, выйди отсюда. И, это все на английском. Я говорю, it's my job, sorry, bro, but I have to be here. И все. Я не ухожу, я говорю с ним намеренно с ярко выраженным русским акцентом, а он, у него прям пена изо рта идет. Я подумал, что мне нужно научиться ругаться на английском языке, потому что, он, начинает там «It's not my fucking business». Я смотрю на него просто, думаю, ни хрена себе ты охренел. Слов подобрать не могу таких жестких, знаешь, можно было бы и нахер послать его точно так же, но культура белоруса не позволяет, а также
отсутствие ругательных выражений на английском языке. Поэтому следующая задача у меня на английском языке на занятиях выучить фразы, которыми я могу посылать нахер, с которыми я могу ругаться. Что касается бокса, все прошло хорошо. Там фотографов было куча, а доколупывался именно до меня и до Саши, до видеооператора. Забавный опыт, очень интересно все это было. Разыграли там машину в конце, и все, мы снялись, да уехали. Фотографии залил, не обработаны. Клиент у меня запросил фото и видео в процессе, и я отправлял фотки, вы никогда не поверите где. В самом лучшем файлообменнике. Скайпе. По моему опыту я заметил, что лучше всего тратить на рекламу 20% от инкома, да, то есть если ты зарабатываешь в месяц 10 тысяч на фотографии, то желательно 2000 отправлять на следующий месяц на рекламу. Таким образом, ты точно будешь получать каких-то клиентов. За первый год в Америке, когда я начинал работать фотографом и мои цены были гораздо ниже, чем сейчас, я потратил на рекламу около 20 тысяч. За это время я получил 286 фотосъемок. За следующий год, 2023, я потратил 28 тысяч на рекламу и получил 374 съемки. За последний год я потратил еще больше денег на рекламу. Заказов у меня осталось такое же количество, как и в предыдущем году, но здесь почему так сложилось? Потому что у меня стало больше длинных фотосъемок. Если раньше я за один день мог сделать 4 фотосъемки, теперь на один день у меня приходится одна свадьба. Цена у нее гораздо выше, а съемок получается меньше. В 2024 году у меня была цель увеличить среднюю стоимость за фотосъемку, а не количество фотосъемок. И я считаю, что это у меня получилось. На 2025 год у меня цель сделать из своего бизнеса уже агентство, где я смогу продавать и видеографов, и фотографов людям. А если ты хочешь узнать больше о том, как стартовать на новом рынке, либо в новой стране, либо вообще начинаешь фотографический бизнес с нуля, то я предлагаю консультации, на которые ты можешь прийти, и я проконсультирую, какую нишу тебе найти, как начать работать, как начать зарабатывать и как вообще настроить свой бизнес. Либо у меня есть интересное предложение, это интенсив. Больше информации о нем можно найти в моем телеграм-канале. Ссылка на него будет находиться в первом закрепленном комментарии. Этот интенсив я хочу запустить в ближайшие месяцы и вместе с вами пройтись по таким важным темам, как создать свое портфолио, как создать свой сайт, как начать давать рекламу, где ее давать, какие темы выбирать для работы, как создавать контент и многое-многое другое. То, что позволит стартануть гораздо проще и выйти на желаемый доход и превратить свое хобби, фотографию либо видео в полноценную работу, либо даже в полноценный бизнес. Переходите по ссылке в первом комментарии ко мне в телеграм-канал и читайте последний пост. А за консультацией приходите ко мне в личку. Ссылки найдете в описании. 9:15 на часах, в 10:30 у меня уже будет предложение руки и сердца в Центральном парке. Самое интересное то, что я-то запустил проект Proposal Photo. Это веб-сайт на данный момент, где есть предложение по предложениям руки и сердца. Человек, если ищет меня в интернете фотографа, видеографа, предложение, как сделать организаторов, он попадает на мой сайт. Пока что не попадает, но мы делаем все для того, чтобы он попадал. Разместили предложение, у нас есть пакеты с музыкантами, без музыкантов, с художниками, я не знаю, разные пакеты есть. И у меня уже был первый заказ с этого сайта, а как он появился? Я промоутаю этот сайт, мы тратим деньги на продвижение, на самом деле выходит очень дорого, да, чтобы поднять его в топе. Вот мы уже 6 месяцев платим за продвижение. Мы, Юджин Красноок Фотографи, компания. И только в этом месяце начались какие-то движения через 6 месяцев после начала, да, то есть трафик начал расти, Google начал видеть, даже 3 лида по поиску пришло и 1 с конвертов. Я вложил $3000, 500 пришло, да, заработали, естественно, меньше. Это игра в долгую, и мы работаем в долгую. А что я сделал еще, расскажу немножко позже. А сейчас еду на предложение руки и сердца, и вот мне пришла смс-очка уже от моего клиента, который целится в парк. Расшарить со мной локацию, и посмотрим, как это будет на локации. Поэтому не переключайтесь, подписывайтесь, колокольчик, лайк, комментарий, вопросы все свои пишите. Скоро увидимся. Как всегда, не перестану повторять, что у меня с камерой происходит. Что рано утром приезжать — это вообще кайф, потому что есть парковка. Вот даже на той стороне есть, я здесь стал. И сейчас пойду в Центральный парк, который находится просто через дорогу. Поэтому воскресенье — лучший день для работы в Центральном парке. Через полчаса предложение, поэтому я пошел.
Начало ноября сегодня. Я не знаю, когда я публикую это видео, потому что контента насобиралось очень много про фотографию, а обрабатывать и выкладывать его нету сил. Мы работаем немножко над другими видео. Поэтому начало ноября. У нас вот такая зелень вокруг. Красивая, не такая яркая и сочная, как летом. Уже есть желтые деревья, но не так много. Я думаю, через 2 недельки будет прям вообще красиво, будет прям желтизна такая. И должно быть побольше съемок семейных. Блин, моя DJI Osmo, короче, сходит с ума. Я такое количество видосов на нее снял, что и уронил ее несколько раз, что она уже отказывается корректно работать. Посмотрим, может быть, новую придется купить. Если вы денег надонатите, то, конечно же, куплю. Центральный парк – одно из самых популярных мест туристов, особенно в осенне-летний период. И место популярное для фотографов и пар, которые здесь фотографируются. Вот я уже вижу, человек с украинским флагом фотографировать пришел сюда пару. Через полчаса я тоже здесь буду так ходить и фотографироваться. А вот это одно из самых популярных мест в Центральном парке – Боу-Бридж. Ну реально, очень любят фотографироваться. А у меня предложение будет вон там, вот на этом вот мостике деревянном. Там какие-то пассажиры сидят уже, заняли места. Должна парочка прийти, он должен встать, посмотреть на мост, а потом встать на колено. Это вообще не прикольное место для предложения, потому что тут всегда тусуются люди постоянно, фотографируются с мостом. И здесь тень, и солнце с той стороны, отсюда света нет. То есть человек в тени получается. И здесь еще палка эта торчит, труба, перила, да, которые помогают спускаться вниз. Вот так вот в общем, как бы прикольно. Вот эти вот чуваки на лавках сидят здесь уже 15 минут, и они не собираются отсюда уходить. Окей, great. Я просто веселюсь и развлекаюсь. Только закончил снимать пропозал, очень прикольная пара была, очень спокойные ребята, очень комфортно с ними было работать. Парень вообще на чили, на расслабоне, очень спокойный, нету никакого конфьюза. Он пришел на место, увидел, что там много людей, отошел немножко дальше и сделал предложение без стресса. Цена у меня подросла на пропозал на этот период, по 600 теперь, но тем не менее люди заказывают, и он еще оставил чаевых 20%, вообще приятно. И я им скинул видео сразу же с телефончика и скинул еще фоточки. Поэтому, блин, а чё бы и нет? Чё бы не заплатить побольше? Такие сервисы у нас тут. Вот. Так что давайте людям больше ценностей, делайте чуть больше, чем от вас хотят, и будет кайф. Ну, чаевые он мне дал, конечно, до того, как я ему все скинул. Еду домой сейчас, а вечером будет еще один пропозал. Пойду в Хобокин, посмотрим на Нью-Йорк, наверное, с другой стороны. На вечерней погода прекрасная, мне очень нравится. Может быть, чуть-чуть раньше туда поеду, чтобы показать виды вам и рассказать какую-нибудь интересную историю. Так что, погнали! Ну что, как и обещал, звук давай. О, заработал. Ну что, как и обещал, у нас вечернее предложение руки и сердца в Хобокине. Это городок в штате Нью-Джерси, на противоположной стороне от Манхэттена. Здесь будет место с красивым видом на Хадсон-Ривер, на залив и на Манхэттен. Ничего сложного, они сюда придут вдвоем. Она будет с завязанными глазами, дойдут вот до этой точки, и отсюда он развяжет ей глаза, и она увидит вот эту красоту. И вот отсюда она придет, и уже дальше он поведет ее по дорожке, усыпанной лепестками роз. По-моему, они искусственные. А вот эти вот искусственные, а вот эти настоящие. Я против искусственного вот этого пластика, потому что это просто мусор, который выкидывается. Такая красота нас ждет, а потом будет 2 часа вечеринки на вот этой вот террасе и внутри. Хобокин прикольный город, кстати говоря. Он достаточно такой молодой, с детьми, семей тут не очень много, больше молодежи такой живет. И вот здесь снизу есть бар, и там народу просто пипец вообще. Я немножко торопился и не смог снять, но вот он, вот такой вот, такая невысокая застройка, в принципе, как в Бруклине, но есть такие красивые здания, и не так все плотно, наверное. И вот так это все выглядит внутри. Такой зал, вот здесь фотографии их стоят, цветочки, и вот здесь фотостенка. Я вот сюда кинул свое оборудование, потом поставлю.
Потолки нормальные, можно даже со вспышкой в потолок будет снимать. В общем, я пошел работать, а вам приятного просмотра, пишите комментарии, подписывайтесь, ставьте лайки и смотрите обязательно. Спасибо. Ну вот так вот проходит предложение руки и сердца. Темнеет очень быстро, когда солнце заходит, поэтому все, я ухожу фотографировать пару, а они пока что наслаждаются друг другом. В комментариях от 1 до 10 можете оценить, насколько сюрпризное было это предложение по сравнению с другими. Жду ваши оценки. Получается, что я уже закончил, тут все уже разбирают, и толком ничего не успел снять, очень быстро все пролетело. Здесь была стенка с цветами, если помните, здесь я поставил просто огромный зонт, вспышку и синхриком фоткал людей здесь. Все прошло отлично, по цене не так дорого, как хотелось бы, получилось 1050 за 3 часа. Это предложение и 2 часа вечеринка здесь, 3 часа вечеринка. Поэтому я собираюсь уже и еду домой. Завтра понедельник, у меня куча созвонов, и будет одна съемка прямо у меня на районе практически. Sunset Park, недалеко от моего дома, 25 минут. И люблю такие съемки, когда нужно отъехать совсем недалеко. Сегодня ездил снимать съемку за город, и мне понадобился дрон для этого, поэтому я утром заехал и купил себе дрон. DJI Mavic Mini 4. $1129, маленькая камера, очень легкий, 249 грамм, поэтому для него не требуется разрешение для того, чтобы снимать в Америке. Но в каждом штате есть свои какие-то условия и правила. Запустить его в городе Нью-Йорк будет, наверное, не так и просто, потому что там вся полиция, все постоянно на стреме и постоянно контролируют эти дела. Но дрон прикольный. Я купил его за 1129, потому что вот здесь есть экранчик такой, да, это очень круто, большая батарея, не надо телефон подключать. С телефоном это, конечно, гемор. Каждый раз подключай, контроль, чтобы все батарейки были заряжены. А так, вот с этим пультом прям вообще кайф. Прикольно, что камеру можно перевернуть вертикально и снимать вертикальные видео. Но сейчас я остановился для того, чтобы снять кусочек видео, попробовать на дроне полетать, и туча прилетела, и пошел дождь, да, я его чуть успел посадить, но для клиента все снял. И самое главное, я хотел показать осень, как выглядит. Я считаю, что в Нью-Йорке самая красивая осень, которую я только видел. Наверное, я ошибаюсь, где-то есть красивее, но здесь вот прям мне очень нравится. Плюс погода в ноябре, конец сентября, солнечно, ясно, нету дождей, температура комфортная. Хотя я видел в новостях, тут выпал снег на днях. Вы это видео будете смотреть явно не в ноябре, но хотелось поделиться осенью. Я поехал дальше, у меня еще одна фотосъемка. Это будет ивент, и мне нужно будет еще запарковать машину, так что я погнал. У меня очередная съемка сегодня. Это ивент. Он находится в Сити, в самом центре, Гранд Централ. Здесь Гранд Централ — это железнодорожный вокзал, с которого отправляются поезда. И здесь рядышком будет какое-то ивент-пространство. Точно не знаю, что это такое за мероприятие, но там будут какие-то лазерные световые мечи, и фотки нужно будет сдать завтра. В принципе, несложно, но с учетом того, что я домой вернусь в 10, а ложусь спать я в 11, то это сложнее. Ну, надеюсь, что ребятки мои постараются и обработают их, и сможем отправить завтра. Да, дорогу я перехожу, как и все в Нью-Йорке, на красный свет. Ничего в этом страшного нету, все торопятся, все идут быстро. Я с собой еще взял стойки, конечно. Это добавляет веса и снижает мою скорость. А он чел лежит на дороге. Но Нью-Йорк в своем репертуаре. Просто чел на чили. Пришел я в гостиницу, осталось мне найти теперь Ambassador Room, где у них проходит ивент. Посмотрим, что будет за ивент. Вот такое помещение, в котором будет проходить ивент, и, насколько я понимаю, люди будут обучаться бою на мечах. Это выглядит все как задротская тема такая, да, бой на мечах, ну, типа на лазерных мечах, которые сделаны из гимнастической палки. Но я когда жил в общаге, со мной жил Саша, который занимался вот такими восточными единоборствами, и он был фанатом «Звездных войнов», и он делал свой лазерный меч, который светился, и он тоже был в теме. А вот сейчас мне довелось через 20 лет это снимать, как люди будут драться на лазерных мечах. Ну, лазерных мечах.
Закончил я работу, прикольный ивент был. В конце вот я смотрел реплики, $50 стоила эта реплика, 70-е годы или какие там, 50 лет назад, я не знаю. Сейчас это стоит $2000. Для фанатов это прям big deal, это очень крутая штука. Ну и этот ивент был у меня 3 часа. Ребята прилетели из Сан-Франциско, сделали такой вот ивент для своих клиентов. Там всего этих клиентов было 15 человек, наверное. Но тем не менее, вот они сделали для них такое мероприятие. Цена за такое мероприятие для фотографа $1050, по-моему. Приехал, поснимал с 6 до 9. И отпустили меня немножко раньше, потому что, ну, закончили раньше. Я сделал фотографий больше, чем мы рассчитывали. Ну, в плане, что я там еще и портретную фотосъемку сделал со светом. Хорошо, что у меня вспышки с собой были и стойки, смог все красиво собрать. Ну, и все, еду домой. Завтра что-то будет. Смотрим дальше. Да, ну подождите, завтра. Все проходило в гостинице. Вот здесь. Гостиница мажорная. Красивая. Здесь Нью-Йорк с обратной стороны. Небоскребчики. Город не спит, потому что еще 9 часов. Передо мной здесь еще Chrysler Building есть. Можете на него посмотреть. Красивенький стоит. И дальше еще какой-то билдинг. Ну, в общем, небоскреб за небоскребом. Кстати, я снял еще одно видео про небоскреб, который находится в Чикаго и называется «Башня Трампа». Посмотреть это видео можно вот здесь, вот по ссылочке. Ну и пишите свои комментарии, задавайте вопросы, подписывайтесь, ставьте лайки и обязательно поделитесь этим видео с друзьями, если считаете, что оно им будет интересно. Вам не сложно, мне приятно и полезно. Ну и хорошие люди узнают о хороших людях. У нас на улице 6:50. Я приехал уже в Центральный парк делать съемку. Осень, поэтому светает поздно. Сейчас я приехал пару фотографировать, у которой я снимал предложение. Работает механика, когда ты снимаешь предложение, а потом ты еще предлагаешь сделать им engagement фотошут, и они соглашаются. Но на данный момент это у меня первая пара наверное, за этот год, когда я начал вести вот такие вот штуки. Повторное письмо отправляю после какого-то времени. Они у меня сфотографировались, а потом через 2 месяца, через месяц я им предлагаю engagement съемку. И они соглашаются. Есть логика у меня такая, что не все соглашаются в продолжение на engagement фотошут, хотя им и нравятся фотки, вроде бы как они говорят. Но съемка для девушки, предложение, она все-таки стрессовая становится, потому что она не готова зачастую, не понимает, что происходит, и фотограф выбирает мужик обычно, да, на предложение. Мужику как бы пофиг, там не особо-то и портфолио смотрят. Смотрят, но редко. У меня есть подозрение, что на engagement съемку девушка выбирает фотографа, и они уже там забывают, возможно, либо она хочет по-другому, чтобы не было вот этого ощущения стресса, попробовать что-то другое. Но у меня вот это до продажи не работает почему-то. Пропозала на engagement, а потом на свадьбу. У меня с engagement на свадьбы работает немножко лучше. 2 раза пришли с engagement на свадьбу, а с пропозалов как бы даже и нет. И с пропозалов и на свадьбы тоже не приходят. Но вот после свадеб зато есть семейные съемки. Вот вы спросите, а зачем так рано приезжать в Централ Парк на фотосъемку? Вы что там вообще, ты проснешься опухший? А потому что через 2 часа здесь будет биток, не протолкнуться просто. Ты не можешь нормально стать, это реально некомфортно. Цвет красивый. Я могу рано встать. Если люди тоже могут рано встать, то получается матч, и мы можем сделать красивую фотосъемку ранним утром. Без людей, без машин, спокойно. А если не могут, тогда идем в 12 дня под палящее солнце и снимаем в толпе людей. Хотите такую фотосъемку? Пожалуйста, тоже сделаем. Это одно из самых популярных мест. Мышь. Это нормально. Звери такие в Нью-Йорке. Одно из самых популярных мест Центрального парка — это вот этот вот Bethesda Fountain, Bethesda Terrace. Очень красивое место, очень много тут съемок делают. Ну и очень круто, когда здесь нет людей. Да, если вы рано не любите вставать, то вы такой Централ Парк не увидите. Это только для тех, кто встает в воскресенье в 6 утра и приходит сюда к 7. Okay, I'm waiting for you on the terrace.
downstairs, okay? В принципе, как я и подозревал, пары никогда не приезжают рано утром вовремя. 5-10 минут я их еще подожду. Постою, почилю. У меня сегодня еще 4 съемки. Вообще всего 4 съемки. 3 из них в Центральном парке, и одна придется съездить в Нью-Джерси. Уехать из Центрального парка, потом опять нужно приехать в Центральный парк. Парковку нужно будет искать. В процессе расскажу, поделюсь одной мыслью, которую считаю очень важной, которую вот словил сегодня с утра, искав вечером вчера фотографа. Так что не переключайтесь. Будет очень важная информация. Ну что, закончилась фотосъемка, 8:20 уже на часах, и это значит, что людей все больше и больше в Центральном парке. Вот видите, если сравнить с тем временем, когда я сюда приходил час назад, тут не было никого, а сейчас уже вот фотографы тусуются. 4 фотографа, это вот я так навскидку сразу вижу. Я иногда хожу и подсматриваю позы какие-нибудь, реально. А вот еще один фотограф, вот еще пара, видимо, ждет фотографа, судя по одежде. И еще 2 фотографа. То есть на одну площадку здесь 8 фотографов получается, если я все правильно посчитал. А вы говорите, фотографы не нужны. Немножко про фотосъемку расскажу. Прошло все на отлично, ребята остались довольны, сказали, это вообще взорвал наш мозг, типа фотки такие крутые. Свет очень много решает, конечно же. Утреннее солнышко, листва, спокойствие, нету кипиша людей этих вокруг. Мне очень нравится снимать утром. Раннее утро, самый кайф. Потом я уже вот ходил тут, снимал немножко, да, Центральный парк. Они подошли ко мне и говорят, слушай, а ты свадьбы снимаешь? Я говорю, да, снимаю. Он говорит, а типа в Джорджию поедешь? Я такой думаю, а далеко? Он говорит, там 2-3 часа лететь. Я говорю, давай. В общем, запрос пришел на свадьбу просто вот от ребят, которым я фотографировал предложение, он делал ей. Потом engagement мы сфотографировали, и сейчас он спрашивает про свадьбу. Круговорот клиентов в природе. Это очень важно, выстраивать такую вот цепочку ценностей, когда они там смотрят все в Инстаграме, что ты делаешь, скиллы какие-то свои показываешь. И вот у меня прям день хорошо начался. А сейчас я иду снимать предложение тоже в Центральном парке. А уже скинули мне фотку, как он будет выглядеть, там одежду какую, локейшн свой зашарил. И мне осталось только прийти на место и дождаться ребят. Через 20 минут, уже совсем скоро. А тут я уже подхожу к месту, где будет сделано предложение, и видна гостиница Plaza, в которой снимался «Один дома». А это называется Gapstone Bridge. Вот на фоне этого моста и будет предложение. Закончил вторую съемку в городе. Я начал в Центральном парке, а мне нравится заканчивать в городе, чтобы было разнообразие по фотографиям. Людям нравится такое, я вижу. Сейчас я пойду в Центральный парк, мне необходимо снять еще локейшн для следующего клиента, для пропозала. Там есть такой садик, который на реконструкции был, Conservatory Garden, по-моему, он называется, и мне нужно его снять, чтобы показать, где он будет делать предложение. Обычно я так не делаю, но раз я здесь в Центральном парке сегодня и есть возможность сходить, то я схожу, сниму. Я приехал на фотосъемку со своими старыми клиентами. Я их фотографировал 2 года назад, и сейчас вот они опять мне написали и такие говорят, мы будем каждые 2 года делать фотосъемку. Сейчас я их сфотографирую быстренько, и мне нужно лететь назад в Централ Парк. Закончил съемочку семейную. Что за слово такое съемочка? Закончил семейную съемку и теперь еду в Нью-Йорк назад. А до Нью-Йорка показывает ехать 2 часа. То есть мне уже нужно писать сообщение, что я опаздываю, потому что, я на съемке задержался на 10 минут. Клиент мой, как я уже говорил, старый. 3 года назад я их фотографировал, или 2 года назад. Вот вернулись опять. Фотки, говорят, понравились. Я хотел поделиться одной штукой такой. Вчера словил себя на мысли, что люди не хотят работать, что конкуренция не конкуренция. Конкуренция ничему не учит людей, которые приходят в фотографию или приходят вообще работать и пытаются делать бизнес. Вчера вечером мне нужно было найти фотографа под клиента на 10 утра. Есть чатик с фотографами, да, кинул туда предложение. Кто хочет, напишите, нужно отснять, отдать. Но отснять, отдать это обычно $100 стоит. Написало мне несколько человек. Несколько и тех, кого я знаю, и которые мне раньше там присылали портфолио. И несколько написало мне, которых я не знаю вообще, 0. Да, у них ни аватарки не видно, ни имени, ни ссылки на портфолио. Один из вопросов был: привет, сколько платишь? Второй человек просто написал:
написал тоже что-то «Привет», когда, что, чего. Так вот, что я хочу сказать, что, если ты хочешь конкурировать на рынке, да, то тебе нужно первым сообщением писать прям всю информацию, да, то есть получается, я в спешке как бы своей там, мне нужно найти фотографа, мне нужно скинуть фотографии, это 11 вечера, да, мне приходится спрашивать, а есть портфолио? Есть портфолио. А можешь скинуть портфолио? Могу скинуть портфолио. Скидывают ссылку на не на Dropbox, а на Google Drive. Google Drive самая ужасная штука, с которой можно вообще смотреть фотографии, то есть там она пока загрузится, потом эти фотографии по одной там смотришь, выглядит не очень презентабельно. Лучше иметь, конечно же, сайт или какую-нибудь галерею, где можно выставить фотографии, чтобы их показать человеку. Так мысль моя какая основная, что если бы люди хотели получить работу и конкуренция влияла бы на их развитие, то грамотный человек прислал бы мне: «Привет, меня зовут так-то и так-то, у меня опыт фотографии там 10 лет, я уже фотографирую там в Нью-Йорке, например, 5 лет, у меня есть фотографии вот такие с ивентов, возможно, это тебе подойдет». Если ты скажешь, какие тебе конкретно нужны фотографии, я могу выслать еще что-то, да. Обычно я беру там 300 за съемку, да, но если отснять, отдать, то, наверное, вот сотки хватит за час. Сколько у тебя там времени, бла-бла-бла. То есть с моей стороны, как заказчика, мне было бы удобно посмотреть на ссылки, там зайти в Инстаграм, посмотреть, например, да, если бы мне их прислали. А так как у меня их нету, и в кипише мне нужно задавать вопросы, то, естественно, выигрывает тот человек, который прислал максимальное количество информации, а не который пытается задавать вопросы мне еще, да, а что там будет, а как там что, а сразу презентует себя. Это как бы, наверное, основа вот продаж каких-то, да, когда ты можешь сразу же облегчить посадку клиенту и дать ему максимальное объяснение. Потому что если цена мэчится, и ты попадаешь в эту цену к своему клиенту, то все, заказ приходит сразу же, потому что ты все объяснил. Если фотографии твои понравились, устраивают, цена устраивает, это все. Это гарантированно будет подписанный контракт. Ваше предложение должно выглядеть максимально продаваемым, и клиент должен получить все ответы на свои вопросы. Я уже, наверное, не раз говорил, что клиенты часто отмечают то, что коммуникация со мной происходит быстро и все понятно. А все потому, что у меня заготовлены скрипты на все вопросы. Такие дела. Все, еду на съемку. Оп! Тороплюсь, конечно. С парковкой мне точно везет. Вот я запарковался прямо возле Центрального парка и вроде даже ничего не нарушаю. Сейчас забираю рюкзак, камеру и бегу на съемку через Центральный парк. Все в то же место, где я сегодня с утра начинал. Закончил последнюю, 4-ю фотосъемку на сегодняшний день. 6 часов вечера, это получается я 12 часов уже на ногах. 4 из которых, наверное, 5 я в машине. И сейчас час ехать домой. А за съемку получил 500. Кстати, почему 500, если в предыдущих видео было по 400, 450, иногда 500. Сейчас 500-600. Поднял цены на сентябрь месяц, потому что заказов было очень много, а заказы все равно приходят. И я решил предлагать цену выше, потому что, честно говоря, немножко устал и надо как-то срезать. И люди все равно соглашаются, потому что сейчас горячий сезон. В сентябре я даже немножко отключал рекламу, потому что не справлялся уже, да, и мы не могли физически обрабатывать все это. Да, по фотосъемке. Работа с детьми, это, конечно, очень сложно. Сегодня было 2 семейные съемки, где были 2 детей, и мальчик, и девочка в каждой семье. Как они так подбирают, не знаю. И что удивительно, обычно с мальчиками проблемы. Как проблемы? Обычно мальчики более энергичные, а тут 2 съемки и девочки энергичные. Вообще на месте не стоят, дергаются постоянно, куда-то бегут, что-то делают, не согласны совсем. Это очень утомительное терпение, конечно, надо очень много и пытаться как-то управляться с детьми и привлекать их внимание, но их внимание очень быстрое, поэтому сложно. Но если хотите узнать больше вообще про бэкстейджи, что происходит, вообще какие-то мысли мои, то подписывайтесь на мой телеграм-канал, ссылку вы найдете в первом комментарии, и вообще подписывайтесь, ставьте лайки, и в комментариях пишите, что вам интересно. Я как-нибудь соберу отдельное видео и назову его «Ответы на ваши вопросы». До новых встреч!